білім ғылымның іргетасы, мемлекет дамуының алтын арқауы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа жолдауында жоғарғы білімнің халықаралық сипатын қалыптастыру, Қазақстандық жоғарғы оқу орнының әлемдік білім беру кеңістігінде интеграциялануының жаңа баспалдағы деп атап көрсеткен болатын. Осы мақсаттарды іске асыру жолында жұмыла еңбек етіп жүрген ұжым Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің құрылуы, қалыптасуы шежіреге толы өзінше бір тарихи дастан. Казахский пединститут, созданный в 1928 году в городе Алмате, был единственным в республике и не мог обеспечить все школы учителями. Интенсивный рост казахских школ девятилеток второй ступени требовал подготовки учителей с высшим образованием. По постановлению Казкрайкома 1 октября 1932 года в республике создается второй педагогический вуз в Уральске. Директором утверждается Шайхслам Бекжанов. Первый набор в институт был произведен в 1932 году. С начала учебного года на 3 отделения института – физико-математическое, биологическое, казахского языка и литературы – было зачислено 83 студента из числа казахской молодежи. В первые годы штат института состоял из 11 преподавателей. 6 ноября 1932 года на торжественном собрании институту было присвоено имя академика Покровского. В 1933 году руководство институтом принимает аспирант Академии Надежды Крупской Иван Куприянович Лукьянец. С его приходом улучшился фонд оборудования лабораторий, пополнились литературой кабинеты, а главное, было положено начало укомплектованию института квалифицированными научно-педагогическими кадрами. Коллектив института с большим напряжением преодолевал трудности становления, рос, набирал силы, создавал предпосылки для коренного перелома. В 1937 году вуз был переименован в Уральский казахский педагогический институт имени Александра Сергеевича Пушкина. В 1938 году в институте произошло много изменений. Кафедры становятся реальным центром учебной, методической и научной работы. Начинается процесс их специализации, формируются самостоятельные кафедры. Острая необходимость высококвалифицированных национальных кадров для работы в вузе и успехи в научной работе позволили открыть в 1939 году при кафедре русского языка аспирантуру. На заброшенной территории бывшего Столыпинского бульвара был заложен ботанический участок с обширной коллекцией растений, 2 оранжереи под руководством Всеволода Вячеславовича Иванова. На пороге стояла Вторая мировая война. В институте создается военно-физкультурная кафедра. В 1939 году состоялся первый выпуск парашютистов из 21 человека. Среди них был студент Леонид Беда. Мы должны помнить сложную историю первых десятилетий вуза. Это были трудные годы, когда остро ощущалась нехватка буквально всего, а сами студенты были раздеты и разуты. Незаконные репрессии у НКВД коснулись многих преподавателей. Блауберг Александр Манусович, Лихтнер Фридрих Алексеевич, Вернер Иван Иванович, Ашенбреннер Себастьян Леогардович, Штам Арнольд Робертович, лаборант Антонина Николаевна Штам. Первый директор института, молодой партиец Шайхслам Бекжанович Бекжанов в 1938 году был расстрелян. Большим испытанием стали для нас годы войны. С первых часов Отечественной войны, после митинга в актовом зале началась запись добровольцев. Кровопролитные бои требовали новых пополнений, и на фронт уходят студенты, преподаватели и сотрудники института. Вчерашние студенты и преподаватели сменили книгу на винтовку и с честью сдали самый суровый экзамен, защитили Родину в Великой Отечественной войне. В дни Сталинградского сражения начинается эвакуация ряда учреждений и военных учебных заведений в районы области. Встает вопрос о переезде института в поселок Джамбейте и, возможно, в город Кызылорду. 1941 год. Константин Феоктистович Васильев возглавляет вуз.
Усилиями руководства институт оставлен в Уральске, размещается в школе колхозных кадров на улице Советской. Здесь мы встретили победу. Здесь прошли тяжелые послевоенные годы. Десятилетия труда всего коллектива стали фундаментом для будущих свершений. Первый послевоенный учебный год начался 17 сентября 1945 года. Еще в ходе войны после ранений и госпиталей на кафедру института вернулся преподаватель Сарсен Акмурзиевич Акмурзин, возглавивший институт в 1946 году. В годы пятилетки происходит расширение подготовки учителей физико-математических специальностей и сокращение гуманитарных. 50-е годы были для института временем поиска, серьезной перестройки, вызванными новыми требованиями, общими задачами развития страны. По постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 3 сентября 1966 года о мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специальным образованием в стране, перед коллективом и руководством института были поставлены задачи: расширение выпуска учителей различных специальностей, улучшение качества подготовки специалистов, идейно-политической и воспитательной работы, повышение квалификации преподавателей, дальнейшее совершенствование научно-исследовательской работы. Подготовка научных кадров проводилась в рамках аспирантуры и научных стажировок. При кафедре методики преподавания русского языка была создана проблемная лаборатория. При кафедре физики создается лаборатория по изучению космических лучей. Сотрудниками лаборатории были налажены контакты с высшими учебными заведениями СССР. Особенно тесно сотрудничала лаборатория с Ленинградским физико-техническим институтом имени Йоффе. В 80-х годах при институте активно функционировал уральский филиал Всесоюзной заочной математической школы АПН СССР и Московского государственного университета имени Ломоносова. Работу уральского филиала поддерживал ректор Сидоров, а в Алма-Ате – академик Тайманов. По решению правительства Уральский педагогический институт был награжден орденом «Знак почета». Первая половина 90-х годов проходила в сложных для института условиях реформы системы высшей школы Казахстана. Однако и в эти непростые перестроечные времена институт высоко держал планку одного из старейших вузов Казахстана. В университете была разработана целевая программа поддержки ученых. Были открыты аспирантуры докторов наук Мурата Наурузгалиевича Сдыкова, Бактыгул Кадыровича Бремжарова, профессора Анатолия Захаровича Петренко. Выросло число аспирантов и соискателей у профессора Разбекова Тоякбай Зейтовича и Марии Максимовны Фартушиной. В эти годы впервые среди педвузов республики были созданы кабинеты казахского фольклора и кабинет этнографии под руководством профессора Маджан Максимовича Тлеужанова. 14 февраля 2000 года постановлением правительства был преобразован Западно-Казахстанский государственный университет. Региональный университет организован путем объединения 3 государственных вузов. В 2003 году ЗКГУ присвоено имя Махамбета Утемисова, поэта, трибуна, мыслителя и борца за права своего народа. Традиционным стало проведение республиканской научно-практической конференции Махамбет Укулара «Таймановские чтения» и «Ивановские чтения». Научные статьи ППС университета и гостей конференции представляет сборник «Вестник ЗКГУ». Реформы высшего образования в Казахстане требуют от вузов интеграции в международное образовательное пространство. В 2005 году в городе Париже наш университет стал лауреатом золотой медали SPI – Международной ассоциации содействия промышленности. ЗКГУ удостоен престижной награды «Европейское качество» за высокий уровень образовательных программ на международной конференции. ЗКГУ была присуждена Euro Education в городе Оксфорде, Великобритания. ЗКГУ также оказался среди мэтров высшего образования Европы, удостоенных наградой «Объединенная Европа» за вклад в развитие европейской интеграции. ЗКГУ на международном саммите в городе Москве был признан лидером национальной экономики и награжден почетной грамотой и медалью. На международной выставке в городе Алма-Аты получил номинацию за подготовку высококвалифицированных специалистов. На 3-й казахстанской международной выставке «Образование и наука в 21 веке» ЗКГУ был
удостоен диплома за разработку и внедрение интегрированных образовательных программ и за лучшую автоматизированную систему управления вузом. На 4-й Казахстанской международной выставке «Образование и наука 21 века» вуз награжден дипломом за лучшее вузовское издание. Вуз является членом Евразийской ассоциации университетов. Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова одним из первых вузов Республики Казахстан подписал Болонскую декларацию, направленную на формирование мирового образовательного пространства. В настоящее время подписано более 60 договоров, соглашений, протоколов о сотрудничестве с вузами Евросоюза, Российской Федерации, СНГ и Азии. Университет тесно сотрудничает с университетами Польши, Германии, Турции, России. Университет не может существовать без студентов и их научных поисков. Свидетельством этого становится научно-исследовательская работа студентов, которая является важной формой образовательного процесса ЗКГУ имени Махамбета Утемисова. Созданы молодежные объединения, ЖАС «Экономист», дебатный центр «Акикат». Работает молодежное крыло партии «Нур-Отан». Студенты принимают активное участие в президентской программе «Жасыл-Ель». ЗКГУ сегодня – крупнейший научный и образовательный центр региона, который непрерывно развивается и совершенствуется. Старейшее учебное заведение Казахстана является многопрофильным вузом, в составе которого 7 факультетов – естественно-географический, филологический, физики и математики, истории и права, педагогический, культуры и искусства, экономики и управления, 23 кафедры, готовящие кадры по 52 специальностям бакалавриата, 24 магистратуры и 4 докторантуры. Департаменты по академическим вопросам и Болонскому процессу, стратегического развития и качества, инновационных технологий, науки и коммерциализации, службы международного сотрудничества, Центр карьеры, отдел послевузовской подготовки нацелены на обеспечение конкурентоспособности образовательного процесса. Среди выдающихся выпускников вуза – представители политической и научной элиты Казахстана и стран ближнего зарубежья. В ЗКГУ имени Махамбета Утемисова сложились научные школы по следующим отраслям науки: физика, математика, биология и экология, химия, филология, история, педагогика и психология. Научная деятельность этих школ известна не только в пределах Казахстана, но и в ближнем зарубежье. Мы гордимся, что у нас работали выдающиеся личности в мире научной мысли, которые оставили глубокий след в продвижении науки и развитии образования Казахстана. Успешно преодолев трудности, испытания, выпавшие на долю страны, ЗКГУ сумел остаться не только приютом для талантливой молодежи, но и прежде всего очагом науки. Являясь духовным достоянием всего края, Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова несет свою историческую миссию. Сиқырланған 80 жылдың сырын тап, ұрпақтарға нұрын шашқан білім бақ, шәкірттері ұлттың қамын жесімдеп, Махамбеттің атын берген ырымдап, куәгері өткен менен бүгіннің шәкіртің боп, өмір мәнін ұғындым, өнегелі үрдісінен танбаған қасиетті шаңырағы білімнің.